coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming. Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Приветствую всех, с вами Холдем, и мы продолжаем проходить игру Guilty Parade, парад осужденных или виновных, если... Скорее всего, виновных, смотря на перевод. В предыдущей серии мы занимались тем, что смотрели на жизнь. Две серии, получается, не. Одна серия была у нас чисто за другую сторону баррикад, за тех людей, кто, до сих пор так верен именно религии, верен старому порядку, только непонятно, чем он отличается, если они, именно вот эти верующие, отличаются лишь тем, что они просто верят в Бога, то непонятно, почему черным отступникам просто не сказать, что они тоже будут в него верить, просто именно давайте не будем воевать. Думаю, там есть более сильное противоречие. Не зря же они, целую войну устроили на маленький континент, на этот континент небольшой, а весь остальной мир затопило. Ну да ладно, узнаем уже, давайте дальше, что будет с нашим товарищем, с нашим дорогим Немо. Я буду звать его так, даже если у него появится имя. Так просто удобнее. Так куда удобнее, чем звать его именно, это будет уже по имени. Вперед. Извиняюсь, так вот, все. Долгое время я не мог уснуть. Сначала меня одолевали тревожные мысли неясного прошлого. Потом бормотание Вольфганга и храп Ганса. За ночь несколько раз со своей кровати свешивался Яков, наверное, чтобы посмотреть, не сбежал ли я. Утро было спокойным, никто особо не торопился, но и не болтал, хотя Оливер старался держать серьезную, несколько даже суровую мину, и то и дело подгонял к завтраку. После утренних процедур мы все отправились на тренировку. На тренировочной площадке собрались все солдаты лагеря. Я еще не успел ни с кем из них познакомиться, да и не горел желанием. И, судя по безразличным взглядам, что я порой на себя обнаруживал, те тоже не были заинтересованы в общении. Солдаты выстроились в 4 шеренги, наш отряд стоял впереди всех. Я и не знал толком, что стоит делать, поэтому ждал действий от других. Их апатия и пассивность невольно передавалась и мне. Какое-то время мы стояли смирно и ничего не происходило, но когда я хотел было спросить, в чем дело, на площадку вышла сурового вида женщина с дубинкой. Я почувствовал, как настроение солдат резко изменилось, они напряглись. Справа от меня стоял Яков в черной маске. Я слегка наклонил к нему голову. Кто это? Сержант Лемон, наш инструктор по физической подготовке. Сержант Лемон широким шагом прошла мимо нас и встала напротив выстроенных шеренг. «Как спалось, салаги?» В ответ ей послышался нестройный рев голосов. «Отлично!» Тренер расставила ноги и окинула взглядом всех бойцов. «Молодцы, я знаю, среди нас есть новое лицо. А ну, сделай шаг вперед и громко назови свое имя и имя командира». Сердце застучало быстрее, а ладони вспотели. Я то сжимал их в кулаки, то разжимал. «Это она обо мне?» Я не был готов к публичному представлению, потому что совсем не ждал его. Как мне шпионить, если я все время буду у всех на виду? Тяжелая жизнь шпиона. Слева Элия столкнул меня локтем, как бы призывая выполнить приказ. Сделав над собой усилие, я шагнул вперед и широко поставленным голосом четко произнес: «Меня зовут Немо, мэм. Я служу под руководством Олдрика Вагнера». С каких это пор Вагнер берет себе еще новобранцев? Наверное, это был риторический вопрос, но я все равно на него ответил. Не имею чести знать.
Сержант Лемон недолго смотрел на меня, а потом гневно уставилась на кого-то еще. Я не смел оглянуться. «Яков, шаг из строя!» Рядом со мной в ту же секунду снова оказался Яков. Казалось, будто под маской он улыбался. «Снимай маску!» Ее голос стал куда менее формальным, чем при разговоре со мной. Он был немного усталым, словно эта фраза произнесена ей уже не один раз. «Никак не могу, мэм. Это вопрос моей безопасности». «Не придуривайся, снимай!» Вместо ответа Яков замотал головой. Мне захотелось помочь ему. Может, это поможет мне чуть больше завоевать его доверие и удастся что-то после этого узнать? «Мэм, у Якова проблемы с дыханием. У него аллергия». Позади послышались смешки. Яков тоже хмыкнул, а сержант Лемон побагровела. «Ой, кажется, мы сами себе неприятности создали. Вы оба, марш в строй. Сегодня у вас будет особая тренировка». Мы встали на место, и я сразу пожалел о своей выходке. Яков же выглядел счастливым, то ли от моей глупости, то ли от того, что меня наказали, пусть и вместе с ним. Вот собака. Блин, собака такая. Ладно. Сержант Лемон начала тренировку. Сначала была интенсивная разминка, в которой тренер заставлял нас чередовать различные упражнения и повторять их из раза в раз. Я начал уставать почти сразу, пот катился градом, тяжелое дыхание и биение сердца заглушали шум вокруг. В том числе и гневные выкрики сержанта Лемон в сторону тех, кто плохо справлялся с упражнениями. Досталось и мне. Так. Когда мы практиковали бег на месте с высоким подниманием бедра, она встала прямо передо мной и нахмурилась. «Выше, выше поднимай ногу, Немо, ну давай, еще выше, давай, покажи мне, как ты будешь трусливо бежать от врага. Задирай ногу, давай, еще, носом дыши, закрой рот, интенсивнее». После разминки я чуть ли не падал от усталости, в то время как все остальные выглядели бодрыми и полными сил. А Оливер все еще резво делал повторные повороты туловища. Разбирайте рюкзаки, забег на 30 минут. Время пошло. Толпа солдат бросились к дереву, где они были сложены. Ой, прошу прощения. Были сложены. Как несколько человек прогнулись под их тяжестью. Я заметил, как несколько человек прогнулись под их тяжестью. Действительность же оказалась куда хуже. Мой рюкзак норовил придавить меня к земле, стоило надеть его. Стоявший рядом Ганс сочувственно покачал головой. Так, продолжаем. Чёртовы баги, блин, опять, проблемы со звуком. Что ж такое, он постоянно пропадает? Я побежал за остальными по лесу. Солнце нещадно припекало голову и открытые участки тела. На сухой земле помимо следов оставались крошечные капельки пота. Меня окружали незнакомые лица и их прерывистое, но равномерное дыхание. Интересно, сколько солдат осталось за моей спиной? Оглянувшись, я заметил Якова. Он даже не бежал, а с трудом переставлял ноги. И то и дело поправлял лямки рюкзака. Черная маска не давала ему свободно дышать, отчего лицо покраснело, словно краб при варке. Рядом с ним никого не было, и мне снова стало его жаль. Упрямство Якова только усложняло ему задачу. Нужно помочь. Я подождал, пока он догонит меня, и побежал наравне с ним. Давайте, нет, так, забрать часть вещей из рюкзака. Маловероятно. Ну, подожди. Вот подумаем. Забрать часть вещей. Во-первых, он очень осторожен к своим вещам. Он постоянно следил за своей койкой и подозревает, что мы можем забрать что-то его.
Из-за этого я сомневаюсь, что нужно брать и отдавать ему, просить ему передать нам вещи. Он 100% может выкрутить это в то, что мы пытаемся его, там что-то подложим ему, динамит или бомбу. Не знаю, фиг знает, что ему в голову придет. А вот снять маску он может. Маску можно попробовать, потому что, ну, это в ней-то и вся проблема. Не в том, что ему тяжело, а в том, что он, блин, маску снять не хочет. Давайте попробуем маску попросить снять. Я думаю, тебе стоит снять маску. Ты слишком устал, и сейчас очень жарко. Тебе нужен свежий воздух. Ты думаешь, твоя внезапная завода наводит на нехорошие мысли? Яков пристально посмотрел мне прямо в глаза. Стало неловко, и я отвернулся. Я не настаиваю, но зачем ты сам усложняешь себе задачу? Это предосторожность. Воздух может быть отравлен, а моя маска пропитана специальными сабрентами, которые способны улавливать до 1000 вредных примесей. Она пока несовершенна, но я работаю над ней. Но мы сейчас дышим одним воздухом. Если он где-то отравлен, то умрут все. Вот про это я и говорю. Я не хочу быть в их числе. Мы с тобой в самом конце строя. Если воздух где-то отравлен, то идущие впереди начнут умирать, а это сложно не заметить. Бывают яды замедленного действия. Яков не давал мне и шанса переубедить его. Отравляющий газ не может взяться из ниоткуда. Нас тут много, мы заметим что-то подозрительное и не позволим тебе умереть. Ой. Снял таки. Он вдруг задумался, а потом очень медленно снял маску с лица и оставил ее висеть на одном ухе. Я тебе поверил, а сейчас беги вперед и внимательно смотри по сторонам. Враг может быть где угодно, или им может быть кто угодно. Или им может быть кто угодно. В мою сторону Яков больше не смотрел. Летясь рядом с ним, я успел немного передохнуть, поэтому появились силы бежать чуть быстрее. Так, Якову помогли. Повернув за угол, я внезапно встретился с сосредоточенным лицом Дорис. Она бежала задом наперед и то и дело оглядывалась, боясь споткнуться. Я решил с ней не связываться и пробежать мимо. Но как только обогнал, позади раздался вскрик, и что-то с тяжелым шумом упало. Ай! Дорис плаксиво шмыгнула носом, когда заметила, что я на нее смотрю. Ох, Дорис. Она лежала на спине сверху своего огромного рюкзака. Стоило ей попытаться подняться, как рюкзак начал перевешивать, и она снова падала на спину. Я не к месту вспомнил о перевернувшейся черепахе и с этими мыслями подошел к ней. Отстегни рюкзак и дай мне руку. Дорис замерла и перестала вообще шевелиться. Тебе больно? Давай я сам отстегну. Нет, не трогай. Мне надо подумать. Неужели мое желание помочь всегда выглядит таким подозрительным? Дорис замахала руками, ее лицо стало чересчур встревоженным. Вовсе нет. Все не так. Дело в том, что, не могу же я сделать это так, как все. Понимаешь? Да, ее старая добрая тактика пытаться от всех отличаться. Она никуда не делась. Вовсе нет. Все не так. Дело в том, что... не могу же я сделать это так, как все. Понимаешь? Не совсем. Она задумалась. Давай лучше ты поможешь мне перекатиться на живот, а только потом я встану. Но разве не проще? Проще, но неправильно, я так не могу. Давай мой способ. Я не хотел спорить, видя непреклонное и в то же время умоляющее лицо Дорис. Ты готова? Самым серьезным видом она кивнула. Я подошел к ней сбоку и начал толкать рюкзак.
Он был неподъемным из-за находившейся сверху Дорис. Несколько пробегающих мимо солдат, завидев нас... Ой, что такое? Завидев нас, испустили ехидные смешки, а Дорис негодующе посмотрела им вслед. Вскоре мне удалось перевернуть рюкзак, и Дорис оказалась на земле, придавленная своей ношей. Сперва она встала на четвереньки, а потом выпрямилась в полный рост. «Спасибо большое, Омен. Если бы не ты, я не знаю, что стало бы делать». «Не за что». Дорис поправила лямки рюкзака и снова побежала спиной вперед. Если она это продолжит, то снова упадет. Нужно ее остановить, но как? Предупредить о препятствиях, попросить бежать лицом вперед, нет, не согласиться, а вот предупредить о препятствиях, да. Только так. Глядя на ее улыбающееся лицо, я снова с ней поравнялся. Подвинься немного вправо, ты можешь задеть головой торчащую ветку метров через 5. Дорис удивленно посмотрела на меня, но просьбу выполнила. Когда упомянутая ветка осталась позади, моя спутница какое-то время смотрела, как удаляется удачно пройденное препятствие. Сейчас справа будет камень. Она успела вовремя перешагнуть булыжник. «Кажется, я поняла. Ты предупреждаешь меня о помехах, чтобы я не упала? Я угадала?» Ее глаза засияли от восторга, а маленькие кулачки подрагивали от нетерпения. «Да, ты права. Я думаю, что просить тебя быть аккуратнее или повернуться лицом бесполезно». Дорис энергично кивнула. И чему она радуется? «Я знала, ты поймешь. Никто не понимает, но ты поймешь». «Но ты-то поймешь. Я не буду предлагать тебе тоже повернуться спиной и бежать. Ведь тогда мой способ не будет уникальным». Я все так же ничего не понимал. «Ты можешь бежать боком, если кто-то повторит за тобой». Это глупое предложение Дорис приняла с восторгом. «Я же говорила, что ты уникальный. Только что ты сам это подтвердил». Мне было сложно ей что-то ответить, она меня слишком переоценивала. Мы бежали вместе еще недолго. Вскоре я совсем устал и перешел на шаг. Дорис побежала вперед. Рядом со мной не было солдат, я шел один с тяжелым рюкзаком на плечах. В глазах из-за невыносимой жары стало двоиться, и я даже не сразу увидел высокую фигуру Вольфганга. Меня же он, кажется, вовсе не заметил. Вольфганг старался спрятать за стволом дерева. Что? Блин, да что такое? Я постоянно жму на кнопку. За стволом дерева. Спрятаться за стволом дерева, но его неровное моргание и трясущиеся руки не ускользнули от моего внимания. Он присел, стянул с себя рюкзак и вытащил из него несколько крупных камней. Вместо них туда полетела смятая трава. Что он делает? И зачем? Я замер и сделал шаг в сторону леса, боясь его напугать. Вольфганг, даже не оглядываясь, поднялся, отряхнул полы формы, с легкостью нацепил рюкзак на спину и трусцой побежал вперед. На всякий случай я решил проверить, правда ли это были камни. Однако мой интерес привел к разочарованию. В траве лежали обычные булыжники. Через несколько минут пробежка была окончена, мы снова выстроились на тренировочной площадке. А теперь всеми любимая планка. Засучили рукава, слабаки, будете стоять, пока ваш пот не высохнет на солнце. Сержант Лемон подошла ко мне и дубинкой указала на Якова. А вот эти два товарища постоят на 10 минут дольше остальных. Я сглотнул. Сил на продолжение тренировки у меня не осталось, но что-то внутри заставило не сдаваться и выжать из себя все соки.
Какой бы ни была цена, я обязан выполнить любой приказ. Сержант Лемон разделила нас на небольшие группы. Меня поставила вместе с Вольфгангом, Руф и Элиасом. Посмотрим, салаги, кто из вас пойдет первым. Учтите, во время сражения будет то же самое. Сдадитесь сейчас, сдадитесь потом. Я оперся на вытянутые руки и уставился в землю. Слабые конечности начали подрагивать почти сразу, а чуть позже заныла спина и живот. Мои товарищи выглядели спокойно, а Руф неприкрыто переглядывалась с девушкой из соседней группы. Элис же не двигался вовсе, точно его руки превратились в камень. В отличие от них, Вольфгангу планка давалась не так легко. Он несколько раз посмотрел в мою сторону, несколько раз моргнул. Не знаю зачем, но я сжал кисть левой руки в кулак и оттопырил большой палец. Вольфганг долго смотрел на этот жест. Глядя на его непонимающее лицо, я подумал про камни, которые тот во время пробежки выложил из своего рюкзака. Любопытство меня не оставляло. Вряд ли будет еще шанс спросить его об этом. Давайте не будем, потому что, скорее всего, это услышит сержант Лемон. А если она узнает, что Вольфганг схалтурил на пробежке, она его накажет. Мы тем самым подставим и себя, и его. Я уверен, лучше просто стоять дальше. Проигнорировать. Однако разум пересилил любопытство. Это не мое дело. Вольфганг имеет право поступать так, как решил сам. Я не должен Я же должен сосредоточиться на выполнении упражнений. Солнце уже не просто припекало, а обжигало спину и голову. Внутри меня велся диалог с самим собой на тему. А так ли нужно стараться? Я пробовал сосредоточиться на чем угодно, лишь бы не думать, как ноют мышцы пресса и спины. К моему удивлению, первой из нашей группы сдалась Руф. Она сразу же начала оправдываться. Ой, это все из-за Карлот. Ее жгучий взгляд выбил почву у меня из-под ног, а в данном случае рук. После ее падения к нам подошла сержант Лемон и заставила Руф несколько раз отжаться, а потом снова встать в планку. Я продержался до самого конца, опасаясь, что иначе такая же участь будет ждать и меня. Следующим этапом тренировки была стрельба. Я правильно прочел? Да, стрельба. Бойцы стояли друг за другом, а 3 ряда напротив Бойцы стояли друг за другом в 3 ряда напротив мишеней. Каждому первому в строю выпадал черед стрелять. Соответственно, первым. Каждому первому в строю выпадал черед стрелять, соответственно, первым. Я был одним из них. Сержант Лемон раздала нам по револьверу. Вы, конечно, можете продырявить друг другу брюхо. Это ваше дело, а мое пристрелить этих неудачников после. Вы знаете, что со мной шутки не шутят, все ясно? А ты, Немо, уяснил? Этой штукой пользоваться умеешь? Я покрутил револьвер в руке и рассмотрел его со всех сторон. Интуитивно появилась уверенность. Я справлюсь. Перед вами лежат патроны. Не забудьте зарядить свое оружие, а то будет забавно смотреть на ваше недоумение. Заряжайте, делайте 6 выстрелов. Заряжайте, делайте еще 6 выстрелов. Все, начинайте по моей команде. Я взглянул на узкий стол перед собой. Обычный револьвер. Обычные револьверные 5 патронов. Обычные револьверные патроны были уже заряжены в спидлоадер.
Рядом валялось еще несколько. Судя по всему, перед вторым выстрелом мне придется заряжать револьвер вручную. Начали! Барабан откинулся с легкостью. Я зарядил револьвер и сделал все 6 выстрелов. Затем отклонил оружие чуть назад, и пустые патроны выпали под действием силы тяжести. Я повернул эти действия. Я повторил эти действия еще раз. Стрелять было легко. Тело действовало само, словно мышцы помнили каждое движение. Первый Немо, все выстрелы в цель. Молодец. Давайте, салаги, торопитесь, вы уже позорно проиграли новичку. Слова сержант Лемон заставили меня опомниться. Я первый? В самом деле? Блин, вот это да. Смотрите, какие удивленные, особенно Ганс. Чтобы удостовериться, правильно ли все услышал, я оглянулся и встретился с удивленными, не меньше, чем я сам, лицами Оливера, Хельги, Якова и Ганса. Инструктор же не придала никакого значения моей удаче. После этого сержант Лемон разделила нас на 2 группы. Одному заставила изнурительно заниматься на турниках, а другую бесконечно долго стрелять. Затем группы менялись, и так до тех пор, пока все солдаты не взвыли от усталости. Да. Вот тебе и интересная тактика. Но вот и конец тренировки. Кстати говоря, можно на вот этом вот и завершить. Да, думаю, неплохо. Как раз таки в 30 минут укладываемся. Как раз тренировка подходит к концу. В следующей части уже посмотрим, что будет дальше. Надеюсь, вы остались довольны. Ой. Ставьте лайки, пишите комментарии, предлагайте игры, критикуйте, буду рад с вами пообщаться. Загляните в описание, там будет ссылочка на мой Discord сервер, буду рад вас там видеть. И не забывайте жать на кнопочку подписаться на колокольчик, так вы о новых видео знаете, пополните нашу маленькую, но крепкую семью. И с вами я, конечно же, не прощаюсь. Скоро увидимся.